Обзор энергии для каждого знака зодиака. Мы с вами входим в небольшую полосу препятствий. У нас сейчас стартует, уже начал действовать по энергиям коридор затмений. Это относится к каждому знаку, да, поэтому идет главная рекомендация: не обращайте внимания на это как что-то, что будет теперь в вашей жизни констант, да, то есть постоянно. Нет, это просто представим такая картинка, да, вот вы едете на машине, здравствуйте, вы едете на машине, и там просто бугорок, да, и вы хоп, и на этом бугорке немножечко подпрыгнули, да, то есть почему это важно именно в период коридора затмений? Он у нас уже действует, оно начинается как бы официально с 12 числа. Если выбирать, причитать: "Ой, опять со мной это все происходит", "Ой, да что ж такая судьба, судьбинушка", вы в этот период формируете очень плодородную, изобильную почву. Если вы туда начинаете сажать семена, мне прям идет очень сильно настойчиво ангельская энергия, да, и они говорят: "Пожалуйста, передай". Я вам, господи, я вам передаю. Вот. О том, что будьте очень 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 сознательны, что о том, что вы сеете. Если вы посеете: "Ой, опять что со мной, тра-та-та", оно и прорастет, да. То есть, этот коридор затмения — это такая очень, очень, знаете, как, тонкая лакмусовая бумажка, да, в которой ваше изобилие внутреннее, ваше ощущение спокойствия, ваше ощущение все на своих местах даст очень большой, как знаете, вижу, вот обычно, когда сажают, да, например, господи, ну, семена, да, и росточек растет в каком-то своем темпе, то в этот период, в этот коридор затмений, ростки будут расти очень-очень быстро, просто сверхстремительно, да, то есть скорость импульса, скорость реализации задуманного, да, она просто на сверхскоростях идет. Но это нереально, прям вот так вот, да. И поэтому, отключаем все, что вот эти старые предубеждения, да, и включаемся на светлый путь. Я иду этим путем. Врата Льва 8 числа. Это духовная точка, да, то есть это точка невозврата, идет такая энергия, точка невозврата ко всему старому, да. То есть единственный, тоже просят передать гиды. Если вы на кухне будете продолжать обмывать кому-то косточки, да, то есть все вот эти вот, собеседники, которые, были с вами, из-за того, что вы создавали поле, осуждения, да, прям идет такое, то есть кому-то перемывали кости, всех по энергиям будет вниз давать. Что происходит? У нас, вот последнюю неделю, да, я тоже это очень сильно чувствовала, не могла выходить в эфиры, не было у меня желания вообще как-то проявляться, да, и в группе "Дом светлячков", это группа, в которую попадают участники моей школы, уже двух потоков, да, школы мастеров нового времени. И в Доме светлячков тоже ученики, светлячки писали, ну, кто-то уже мастера, да, писали о том, что не могу проявляться, даже не могу кружочки записывать, да, то есть нету вот этой внутренней мотивации. И вот эта вот пелена, она сегодня уже, вот мне показывают, где-то в 7 утра по Грузии ее сняли, да, то есть для чего это было нужно? Нас, светлых мастеров, держали в таких, знаете, как, коконах показывают, да, вот когда гусеничка, она в кокон заворачивается для того, чтобы стать бабочкой, да, и это был момент, в котором вы внутри как будто бы, знаете, вот прорастали вот эти свои крылышки, потому что по энергиям нельзя было сразу вас без этапа кокона вывалить туда, понимаете, в эту, господи, я привыкну, когда у тебя микрофон, теперь же для того, чтобы все хорошо было слышно, но сейчас я его немножко поменяю. Вот так. Вот так теперь хорошо. Вот, и это была подготовительная такая ситуация, да, в которой невозможно гусеничку без кокона сразу дать ей крылья и сказать: "Давай, лети". Вот, поэтому могло быть ощущение застоя, но это был не застой, это было ваше массовое, даже такое идет, знаете, как пробуждение к внутренней силе, и оно проходило через этот этап. Вот, поэтому выдыхайте, доброе, поэтому выдыхайте, бобры, да, как это был анекдот: "Выдыхай, бобер", да, вот. Выдыхайте, вот, пора сиять, от вас никто не ждет сейчас каких-то грандиозных свершений, да, то есть, такого, что сейчас я должен выйти там через, 2 минуты на огромную сцену, и там будет толпа людей, и я должен там для них вещать. Нет,
Но помните, что любая ваша проявленность, у кого горло долго слишком молчите, любая ваша проявленность сейчас формирует поле, энергетическое волну, формирует резонанс. Даже если вы просто дома в ванной, помните, я даю периодически эту практику, я говорю, дома в ванной встали перед зеркалом и сказали себе там что-то хорошее, что-то проговорили вслух, да, вот, это формирует, резонанс поля. Как работает это поле резонанса? Оно ваши крылышки, бабочки мои прекрасные, начинает расправлять. Вы начинаете обучаться, как этими крылышками бяк-бяк делать, понимаете? Вот, и у каждого этот, процесс, он уникальный. Вообще много про это говорю, о том, что процесс распаковки уникальных даров, процесс распаковки проявленности, он по силе у всех, знаете, как вот нет такого, что у кого-то меньше, у кого-то больше, да, то есть здесь это не, не меряется нашими базовыми, у кого горло отпускаю, и, пожалуйста, сделайте практику, сходите к зеркалу, на кого вы там обиделись, проговорите хотя бы через зеркало. Это необходимо, потому что когда у вас горловой центр закрыт, когда в нем стоят блоки, у вас энергия не ходит, да, то есть даже если у вас уже, вот показываю для кого-то индивидуальное послание, даже если у вас уже центры энергетические начали работать, а из горла закрыто блоком обиды старой, даже, может быть, детская какая-то обида, то у вас сюда энергия не проходит. То есть у вас, получается, реализация не активируется, потому что реализация у вас, вот говорить, то есть энергия снизу поднимается и должна быть проявлена. Понимаете? А если вы замолчали, здесь очень важный момент. Некоторые, я заметила, некоторые люди путают. Когда я говорю, там, скажем так, направляю и говорю: "Говорите свою правду", люди думают, что говорить свою правду — это вывалить на человека ушат, мусора, обвинить его в чем то. Это вообще абсолютно противоположная история. Что такое говорить свою правду? Когда вы находитесь в контакте с собой, когда вы проживаете свое лучшее настоящее. А, Я пару дней назад перед сном в глубокой медитации, в гамма-состоянии увидела любопытную историю. Сейчас я вам ее расскажу. У нас есть 3 типа восприятия. Базовое поверхностное восприятие, да, это когда, я прямо сейчас на примерах, да, вам, распечатаю, распакую. Это когда что-то произошло, и человек из базового, самого поверхностного восприятия начинает фигачить травмами. Что это значит? На ногу наступили, он разозлился. Что-то не получилось, он такой: "Все, там, значит, так не должно быть". Или очень резко отреагировал. То есть злость, обида, агрессия — это все проявленность базового уровня восприятия, который подсвечивает вашу травматику. Только травмы. И это еще, через что это еще проявляется? Когда вы начинаете вот эту вот правду матку, да, валить, которая негативная, это отыгрыш ваших проблем внутренних. Это очень важно понимать. Это не имеет отношения к человеку. И когда человек живет на первом уровне вот этой неосознанности, я бы даже сказала, да, то есть это прям базовый уровень неосознанности, он триггерит, он начинает обвинять других в событиях, он формирует вокруг себя просто вот такой энергетический, сейчас показывает, туман, циклон, который его сильнее погружает. Для чего это нужно? Ему говорят: "Ты сейчас неправильно подумал, так нельзя, так нельзя". Не с собой. Человек, который любит себя, он никогда в жизни не вывалит поток негатива на другого. Он никогда в жизни это неправда, потому что, да, то есть ваша истинная правда — это то, когда вы, чувствуете сопереживание, когда вы чувствуете, что: "Ой, я сейчас, очень остро отреагировал", да. И это вот сейчас мы переходим ко второму уровню осознания, восприятия. Это когда вы уже начали потихонечку осознавать свои реакции, перестали быть собакой Павлова. Это первый базовый вариант, да, на котором негатив, злость, обида, все виноваты. Вот там комментатор тоже вот комментирует. Вот, и вы начинаете выходить на новый, да, на второй уровень сознания, в котором вы: я сейчас резко отреагировал, я стриггерила, почему это? Это что сейчас такое во мне проявляется? И вы обретаете очень много, тоже я про это вам говорю, о том, что духовный путь — это в первую очередь путь
для того, чтобы вы перестали быть заложником жизни, перестали быть заложником своих эмоциональных реакций и начали получать выбор. Что такое выбор? Это не да или нет, это намного больше. На второй степени сознания, развития вы перестаете быть заложником своих реакций, да. И когда что-то происходит, вы так: "Оп, ой, а что сейчас? Почему? А почему я сейчас затриггерил? А какой у меня есть выбор?" И этот выбор лежит не в плоскости отреагировать или не отреагировать. Этот выбор расширяет гораздо, о, прям мурашки пошли, расширяет формат, и вы, ага, а это что, во мне страх сейчас подсветился? Интересно, а почему он появился? А что это сейчас у меня внутри мое хочет мне сказать, да? И вы после этого начинаете распаковывать третий уровень, да, а нас вот всех, да, вот светлячков выводит на третий уровень осознанности. И это когда происходит какое-то событие. Вы, во-первых, вообще не вываливаетесь в агрессию. Вы не вываливаетесь в обиду. Вот у меня тоже иногда бывает, там пишут кто-то, я не, там, вы обиделись, а я не могу уже обижаться. Вы понимаете, я не могу обижаться, потому что для меня это сейчас, я даже не знаю, что это. Ну, то есть, если раньше я могла, то сейчас уже я такая, что, я даже, то есть у меня это слово, оно, понимаете, выпало даже из обихода, потому что я его больше не понимаю. У меня и когда вы закрываете вот этот базовый уровень, на котором вы триггерили, вы жесть творили, да, вот это все на других вываливали, вы переходите на второй, у вас начинает первый смываться, вы начинаете забывать, что это даже могло быть. И оно заменяется третьей: глубина, глубина понимания, глубина любви, глубина выбора, доброта, да, и поле здесь начинает расширяться. То есть по факту вот этот второй уровень, он переходный, в нем еще может фонить из первого. Да, и я сейчас тоже помню, я делала сейчас эфир про свою историю, вот, и, на нем я светлячки не ответила несколько вопросов, потом я тоже думаю: "Господи, они же мне вопросы задавали, я не ответила", потому что я тоже читала из потока, вот, и, не смогла к этому вернуться, потом вспомнила. И там был вопрос, как ты определяешь, да, там, что такое звук души, как ты отделяешь зерна от плевел. Очень легко, да, то есть любое шоковое состояние, любое мне неприятно, это значит, я что то неправильно подумала. Это значит, я увидела ситуацию не так, как она есть на самом деле. И это вопрос не про позитивное мышление, а это вопрос про то, что моя энергия показывает мне: вот здесь не так. Вот здесь можно по-другому, да. И первое время было тяжело. Сейчас уже это реже, потому что мои базовые реакции, они уже совсем другие, да. То есть у меня сейчас, например, ну, какой пример-то привести? Не судить других, да. То есть вот, тоже один из примеров, базового перехода на второй уровень — это когда человек, не разбираясь в деталях, через свою призму восприятия начинает решать, почему другой сделал то или другое. На третьем уровне это желание отпадает. Да, и если сейчас что-то происходит, я первым делом, вместо того, чтобы судить, он хотел меня обидеть, он хотел там меня обмануть. Знаешь, там бывают какие-то ситуации там, ну, в разных совершенно, все это, как правило, сейчас связано у меня с большим общением с людьми, вот, и я перестала судить. Этот человек, он сейчас так сказал или сделал, потому что он плохой. Нет. Я спрашиваю, я говорю: "А почему сейчас вот так? Расскажи, пожалуйста, почему так произошло?" Он когда рассказывает, я понимаю, что там истинная причина вообще не в том, что даже мой ум мог себе представить. И здесь очень важно, и это идет ключевая тема августа для каждого знака: не судите, потому что вы не можете до конца понять, что там за человеком, что он проходил. Вас от этого будут прям выдерживать, не судите. Если вы хотите что-то придумать про человека, вы у него спросите, он вам сам лучше всего расскажет. И это выровняет поток энергии, да, то есть возвращают меня обратно в картинку, которую я видела, что сидят на кухне, обсуждают: он вот то хотел, он вот это сказал. Вы энергиями, такие люди, которые так будут делать, застой себе прям формируете, да. То есть у нас сейчас август, он еще строгий в коридоре затмений. По каким энергиям? Он обучает для массового перехода в сентябре. Я сейчас записывала двенашки на вторую часть августа. И для многих знаков что идет? Первое, кто по здоровью, кто употреблял алкоголь, для кого-то, кто ругался матом очень сильно. Кому-то это не важно, да, но вот у меня была клиентка одна, у нее критично важно, у нее настолько
тонкая структура энергетическая, что когда она ругается матом, у нее тоже жуткие блоки в горле, и энергия не работает, она выпадает в тоску, в тревогу, в апатию. Вот. Те, кто по здоровью откладывал какие-то свои задачи, да, там давно болит, но я сейчас еще потерплю. Почему в августе во второй части будет подсвечено на максималках выровнять по здоровью? Потому что у нас с сентября, с 28 августа, там будет у нас лунное затмение, новолуние в Рыбах. Ваша любовь, господи, кто-то на эфир. Ваше изобилие будет напрямую зависеть от... Сейчас, простите. Ваше изобилие будет напрямую зависеть от уровня вашего физического здоровья и эмоционального здоровья, да. То есть там вот про здоровье. Это что такое здоровье? Это жить здорово, да. И все те, кто хотел выйти на новый уровень финансового, я прям видела, да, и сейчас тоже показывает. Это 2 линии. Вот здесь финансы, да, первая линия, она идет, вторая здоровье. И вот вам будет дано вот ровно столько, сколько вы по здоровью можете вытянуть. Если у вас энергия на нуле, если чувствуете, нету сил, нужно разбираться, с чем это связано. У кого-то там, не знаю, гормоны, кто-то давно себя откладывал, кому-то к зубному сходить, кому-то сходить, что там, решить какие-то старые застоялые вопросы, да, то есть где-то у кого-то висяки могут быть, должен был, не знаю, там сходить в налоговую, да, это эмоциональное здоровье, должен был сходить в налоговую, до сих пор не сходил, да, решить их до 15 августа. Просто прям идет такое, да, потому что потом с 15 начнет по энергиям очень сильно это все придавливать. Вот, и почему? Очень высокий сейчас порог входа на новые энергии. Там, на этих новых энергиях, очень большое изобилие. Оно идет в контакте с вашим энергетическим уровнем. Да, то есть те люди, которые там... У меня, кстати, даже для стрельцов был такой поток, шел творец, говорит: пожалуйста, перестаньте на меня перекладывать ответственность за вашу жизнь. Перестаньте, там, ну, творец сейчас, Бог поможет. Он говорит: моя задача сейчас за вами наблюдать, да, чтобы у вас все было в порядке, но вы должны действовать, вы должны сами предпринимать ваши поступки, да, и должны делать это уже из другого уровня. А когда и он говорит: я уже даже, знаете, вот насколько удивительно, да, от Творца слышать, он говорит: я устал от того, что вы сидите и ждете от меня помощи. Он помогает через людей, да, то есть для кого-то шло, что перестать смотреть в одну точку, я только вот здесь там могу проявиться, а заняться чем-то еще другим, да. Вот. И когда и почему еще такая идет энергия высокой частоты, очень высокая, там с 15 получается, энергия высокой частоты. Она будет доступна тем, кто уже в этой внутренней находится честности, понимаете, вот в этом внутреннем контакте. Вот эта внутренняя честность, сейчас те, кто ясночувствующие, вы можете ощутить, вот она сейчас, я ее сейчас чувствую. Она, знаете как, она кристально чистая. И в ней как раз доступен вот этот третий уровень сознания, в котором не осуди, там, не предай, не укради, не являются нужными, озвученными постулатами, как на первом уровне восприятия, да, на первом уровне сознания, а они заменяются на «у меня все есть», «я делюсь без страха», «я проживаю свою жизнь так, как хочу», вообще мурашит. Вот. И те, кто меня сейчас слушают, есть кто-то, кто на первом уровне, да, то есть тоже, опять же, очень простой, мне прям показывают пример. Те, кто на первом уровне, у вас сейчас пошло отказка. Все это фигня, это все не работает, все чушь какая-то, да, то есть первый уровень восприятия начинает сразу от этого открещиваться и пытаться сбежать. Второй уровень восприятия такой: интересно, да, а что там? Да, и кто-то уже на втором начинает: вот же оно, хоп, светом, да, хоп, светом, вот оно, ага, понятно. То есть сейчас такой вам задается, знаете, как идет слово ориентир, да, такой понятный, простой ориентир. Вот, и если в точке выбора 12 идет, что если вот в это состояние должно пройти энергетическая точка выбора 12. Ой, у меня мурашит. Ладно, хорошо, спасибо. И помните, да, интуитивно уже на 12 у меня год с момента, как я уходила из духовности, возвращалась в духовность. Вот. И 12 августа я провожу открытую медитацию для всех желающих. Она будет проходить на Ютубе.
можно уже висит там обложка, висит анонс, можно записаться, да. И 12 числа идет, что вот эта точка принятия, да, она просто откроет, очень очень большие такие, знаете, как, перспективы. Именно вот, то, что я много начитывала в обзорах для всех знаков, изобильной энергии августа. Вот. Но это решение происходит не из головы, а из энергетической, вспышки внутренней. Даже не вспышки, а что? Проявленности, из внутренней проявленности. Вот, светлячки, кто был на втором потоке, почему, щас у меня все складывается в пазлик. Я обожаю, конечно, это все. Те, кто со мной давно, знают, я не люблю, скажем так, это не является моей целью предсказывать будущее, потому что это про контроль, и я не люблю контролировать будущее, потому что когда мы контролируем будущее, мы не даем классным вещам, которые не предсказаны, просто произойти. Но я очень люблю распаковывать уровни энергии, возможности, потенциала, да, для того, чтобы потом как раз вот сейчас вот то, что распечаталось, любопытно было, второй поток школы мастеров нового времени был у меня в июне, и там было про проявленность светлячки второго потока. Это как раз была подготовка, это время для того, чтобы вы в августе смогли уже в полной силе ощутить эти все возможности. Вот, поэтому все мои домашние задания для вас, там, писать кружочки и так далее, были неспроста. Я очень рада и благодарна. Вот, раз уж так, хорошо. 20 августа стартует, мой третий поток школы мастеров нового времени. Как это работает? Во-первых, я помогаю прямо в моменте, считываю тоже все энергии и времени, энергии учеников, которые приходят, да. То есть вы получаете свои уникальные распаковки. Там будет 5 онлайн встреч, которые можно слушать и, после записи, да, то есть, там нет большой разницы. Вы получаете ровно те распаковки, ту информацию, которая будет необходима для того пула учеников, который придет. То есть там нет такого, что кто-то не дотягивает или кому-то, на этот курс, слишком рано или слишком поздно, или вы уже суперкрутой мастер. Нет, оно формирует, там очень разного потока энергии идут, вот, и в каждом оно активирует ровно то, что нужно. Сейчас вот показывают картинку, да, что, разговариваю, создаются такие, как светлячки энергетические, частички, да, и они у каждого свои по цвету и по вибрациям, и они просто вот, подсвечивают свое, да. То есть, школа многогранная очень сильно, она как такой кристалл, и в каждый в этом кристалле видит свое, то, что ему сейчас нужно. Как она еще классно работает, даже после прохождения, любого из потоков вы, можете ее пересматривать там спустя месяц, 2, 3, 4, будете новые грани открывать для себя, да, потому что она, когда повышается ваш уровень сознания, когда вы с первого уровня погружаетесь, да, скажем так, на второй, а потом переходите на третий, у вас меняется абсолютно восприятие и информации, и вы это можете наблюдать. Вот. Что-то еще, что еще? Идет слово "души исцелены", да, то есть те люди, которые говорили: "Моя душа ранена", этого, ну, я и раньше про это говорила, это невозможно. В том смысле, что душа целостная сама по себе, по своей природе, да, и, идет послание "души исцелены". Это те, кто своими словами говорил: "Он мне прям в душу", там, добавьте следующее слово, что он там сделал. Этот человек сам себя создавал, вот, и показывает, что высшие светлые силы уже просто не могли. Это, знаете, как, человек, который не любит себя, он через вот эти фразы и слова, там, мне в душу, душу вынули. Он себя просто, знаете, вот изнутри вот так вот просто брал и ранил сам себя. Вот, это происходило из, позиции жертвы. Вот, позиция жертвы — это одна из, самых классических базовых травматик, людей, человечества. Вот, когда человек думает, что жизнь с ним происходит, вот за что это со мной — это один из таких ключевых вопросов, который определяет, есть у человека проблема жертвы, программатика или нету, да. Потому что если нету, то для чего это со мной происходит и как я сейчас могу, понять, что самое лучшее для меня в этой ситуации. Это уже вот, да, как я могу понять, что самое лучшее для меня в этой ситуации, это уже третий уровень восприятия, о котором я вам сегодня рассказывала, да. То есть когда человек понимает, что ничего плохого,
Все нормально, просто на втором уровне сознания нужно булки собрать и понять, а что же здесь такое на самом деле мне нужно знать. На третьем вы начинаете понимать, что все это божественное провидение, и что никто не хочет вас наказывать, никто не хочет вам делать больно, вам просто подсвечивают, что еще может, скажем так, быть преградой внутри вас на пути к обретению божественного присутствия, да, вот этого постоянного рабочего потока, который сейчас, кстати, те, кто меня смотрит, вы сейчас можете его уже начать ощущать, он есть в каждом, да, то есть на всех моих практиках, на всех моих эфирах, в моих обзорах, двенашках. Я никогда не рассказываю вам о том, чего нет. Я рассказываю о том, что у вас уже все есть, да, и это уже присутствует, и потому что иначе бы все это было несчитаемо. Это присутствует, вот, но люди, находясь на первом уровне восприятия, это просто не видят. Когда вы переходите на второй уровень восприятия, вам начинает реальность, Вселенная показывать все больше и больше. На третьем вы начинаете уже прям четко понимать, что вас ведут, да, то есть, ну, в данном случае не кто-то вас ведет, это ваша же часть вас, да, это уже уровень Творца, это ваша же часть вас подсказывает в любых моментах, даже если кажется, что все там, ну, вообще что-то непонятное, на самом деле, и даже там все равно ваши же части вас ведут, да, потому что четвертый уровень восприятия и пятый это уже уровень Творец, четвертый это когда вы начинаете понимать, что вы сами создаете и ангелов, и кто-то, ну, дьяволов это кому-то, если очень сильно нужно. Вы сами создаете, эту помощь, родовую. Это все части вас, и вы неотделимы от, Вселенной, вы неотделимы от своей реальности, вот. Но это уже такой, знаете, четвертый уровень, это уже в английском upper intermediate, да. А на пятом уровне это уровень творец. Все, когда полностью уходит все вообще напряжение, уходит напряжение тела, уходит любое сопротивление, любая борьба. Кстати, вот 1 уровень, да, это тоже когда человек борется. Я должен бороться. Я боец, я должен превозмочь. И когда человек, тут, кстати, любопытно, тоже была женщина на сессии, светлячок, и она говорит: "У меня все время что-то происходит, у меня все время мне нужно преодолевать". Я смотрю, у нее это убеждение, да, что ей нужно преодолевать, создает ей на пути постоянно причины, чтобы преодолевать. То есть у нее жизнь вот так вот, бежит постоянно, и преодолевает, да. То есть, на четвертом, на втором, третьем уровне вы начинаете понимать, что вы это сами создаете. Вот. А на 4 вы начинаете понимать, что раз вы это сами создали, значит, вы можете себе и хорошее создавать, да, и вы начинаете уже фокусироваться только на этом, а на пятом происходит полная проявленность, полное провидение, и это уже полностью отсутствие любого контроля, любой попытки манипуляции, вообще всего чего угодно. На самом деле на третьем уровне тоже манипуляции уже отваливаются как несуществующие, потому что ты видишь, что это не работает. Это просто даже не вот, возвращаясь к эфиру, когда рассказывала о своей истории, да, меня тоже спрашивали: "Как ты чувствуешь энергии?" Вот настолько яркое, тонкое чувствование, что я даже слышу манипуляцию, когда мне клиент пишет, да, я понимаю, что там кто-то проманипулировал через текст, неважно как. И сама не могу, потому что мне противно. Мне прям внутри становится от этого противно. Вот. Так же, как и неправду ты не можешь говорить, да, начиная с третьего уровня, ты уже больше, и на втором тоже для кого-то, ты уже не можешь говорить неправду, неважно какой. Ты не можешь больше преувеличивать. Есть тоже это вот уровень первого восприятия, когда что-то произошло, знаете, там, и человек начинает преувеличивать. Да я там 3 недели ждал, а он ждал 2, да, например. Они меня там, и он прям преувеличивает, прикрашивает плохую ситуацию, чтобы за счет этого жертву свою еще больше показать, да. То есть вот на первом уровне это необходимо людям. На втором вы начинаете отпускать, и становится спокойнее. На третьем жертва уже становится, знаете, как она становится таким несуществующим отыгрышем, в котором просто дико неприятно, не хочется к этому больше никогда возвращаться. На четвертом пропадает, на пятом полное присутствие, я творец. Это чувство изобилия, благодарности вообще, ну, то есть 6 это уже, знаете, мне показывают, это уже божественные души. У меня было тоже пару таких светлячков, клиентов, вот. И это божественное присутствие, да, когда они пришли сюда жить, ну, как ангелы, знаете, вот воплоти, да, ангельские энергии. И вот 6 показывает, это уже прям ангельские на земле. Вообще начитала вам, конечно, очень классно. Я даже не знаю, как сказать, господи, с сентября очень хорошие энергии, да, то есть этого всего не нужно бояться, потому что все у вас в руках,
да, все, вот вы можете, вообще сразу же я хочу перейти на второй уровень, я хочу третий ощущать, да, то есть вы уже в состоянии, это себе мурашки пошли, да, то есть начать это проживать. Но здесь именно про осознанность, да, то есть чем больше вы духовно включены в себя, тем четче вы понимаете, что я сейчас за реакцию отыгрываю, и тем проще вы начинаете понимать: "Ой, я сейчас не хочу злиться. А зачем я злюсь? А у меня же другая есть возможность, да, сейчас другая реакция. Какая? Ну, я могу обидеться. Ой, обидеться тоже не хочу. А чё я хочу? Я могу промолчать. А зачем мне промалчивать, да?" То есть и потом вот за этим слоем, за слоем вы его снимаете, и у вас: "Ой, а я же могу сейчас просто добро ответить, и все". Да, и вот это чувство внутреннего удовлетворения. Я выбрал не обиду, не страх, не горечь, не там обвинить кого-то. Я выбрал просто себя прожить истинного, и у вас в этот момент подсвечивается пятый уровень. Так или иначе, вам все они доступны, да, то есть, это все есть уже, на уровне кодов, проявлено где? Показывают вот здесь, в энергии тела и даже уже в голове. И, кстати, вот на четвертом мысли перестают вами управлять. Для тех, кто читал мою первую книгу "Путь", господи, "Просто быть собой. Путь мастера, нового времени", "Мастерство нового времени". Да что ж здесь всё время кто-то хочет ко мне на эфир. "Мастерство нового времени". Вот, там, я называю ум обезьянкой, да, что это она постоянно ум такой: "А что вдруг? А если? А я там щас приду, что там будет?" Да, то есть вот эта обезьянка, которая всё время скочит по всем этим веткам, да, ей то банан, то и орех кинуть надо, то кокос сбить, да, и человек прям не может, постоянно вот эта вот обезьянка стихает. То есть чем вы на следующий уровень переходите, на следующий, это все происходит внутри вас, да, друзья. То есть это светлячки, это не где-то там непонятно куда нужно пойти, знаете, там иди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Нет, это все происходит, внутри вас, и даже те, кто ясновидящие, уже могут посмотреть себя, увидеть, они уже активны в вас. Вот. Евгения пишет: "Не могу обиду отпустить". Евгения, понимаете, в чем вопрос с обидой? Я помню, что для меня, там лет 15 назад тоже была огромная обида, и не одна, да, поверьте, что я знаю, что каждый из нас прожил большие истории, вот. И когда одна из мыслей мне тогда помогла, и, возможно, она вам поможет тоже. Вы когда обижаетесь, вы отравляете себя, не другого человека. Это как, знаете, вот на уровне энергии представьте, что вы себе поставили капельницу с ядом, и он внутри вас капает, капает, и он не останавливается до тех пор, пока вы обиду не отпустите. То есть вы каждую секундочку своей жизни отравляете сами себя. Да, и когда вы решаете отпустить обиду, это освобождение, это свобода. Обида — это даже энергетически, знаете, это когда вас, вот вы вот такого размера, а вас сжало вот до такого, да, и вы свой потенциал, который у вас большой, огромной энергии от поля, да, вы его обидой вот так тоже сжали в маленькую точку, и вам в ней больно. То есть почему обида — это больно? Потому что вы неправильно к себе отнеслись. Вы неправильно к себе отнеслись и к человеку. Да, то есть обида еще в данном случае отражает не только отсутствие любви к себе, да, то есть я обиделась, это сама себе закрыла поток, это еще на уровне энергии закрытые потоки. Вот, в том числе, кстати, изобилие, там много чего, проявленность. Вот, и на человека тоже выгрузила, да, и когда человек обижается, ему сейчас в новых энергиях перекрывают потоки. А почему? Потому что, опять же, вот это обучение сейчас идет достаточно, да, я говорила, помните, что август, он такой у нас строгий коридор затмений, строгий по энергиям. Он говорит: "Так нельзя делать, так делать нельзя", да. И вот, до этого, скорее всего, было много предупреждений, какие-то показывают знаки, да, то есть вот цифры много пишут, я вижу, цифры вижу, да, это говорят: "Обрати внимание", но это никогда не на плохое, это обрати внимание на хорошее. Вот здесь вот сейчас мысль подумал, цифру проскочил, вспоминайте, что за мысль вы подумали. Если положительное, раскручиваете это хорошее, да, если негативное, отпускаю. То есть вас сейчас через цифры прямо направляют и говорят: Вот иди в хорошее, иди в хорошее, иди в хорошее", да. То есть те, кто думает, что цифры — это что-то негативное, вас о чем то плохом предупреждают, это вы, на первом уровне сознания, когда вы думаете, что жизнь с вами происходит, и там есть какие-то буки-бяки, которые хотят вам что-то сделать. Нет, они просто отыгрывают, к сожалению, сценарий, который вы поддерживаете своим восприятием. Когда вы переходите на второй, третий там и дальше, вы начинаете видеть, что бук-бяк нету никого, что каждый там здесь на втором видно, что человек, который на вас накричал, он в жуткой травме. И здесь даже нету жалости как таковой, и есть сопереживание, да, то есть ты понимаешь, что вам это сказали, потому что человеку больно.
и он не знает, как по-другому это прожить. Но вы перестаете это брать на себя, вы перестаете чувствовать себя виновником в том, что другой находится в боли. То есть вот здесь много, конечно, нюансов, но я стараюсь, знаете, да, светлячки вам максимально честно, вот максимально просто это подсвечивать, да. И даже если вы сразу не поняли, вы пересмотрите этот эфир, пожалуйста, в нем много очень полезной, классной информации, которая, потому что мне очень, у меня, наверное, один из моментов, когда я проживала пробуждение, духовное становление, я прожила столько боли, столько отпускания всего, что вот, ну, горечи, да, и я в какой-то момент, я помню, я подумала, я почувствовала, я хочу только легкий путь. Я не хочу больше страдать, я не хочу больше отпускать эти бесконечные обиды, эти какие-то там, ну, вот это все. Я говорю, не хочу. И второе мое намерение было, я хочу этот светлый путь, этот самый простой путь подсвечивать тем, кто захочет это услышать, да, то есть через легкость. И почему я все время вам про эту легкость, любовь, активируем. Пошло сердце, слышим, да, светлячки, пошло сердечный центр, да, вера в себя, вера в себя, вера в хорошее. Все, пошли мурашки, отлично, поток, поток. Вот. Знание, что все в порядке, знание, что вообще мы с вами в уникальное время живем. Мы есть друг у друга. Мы вообще вот у нас там и в доме светлячков, на основном светлячковом канале сейчас пока не так сильно, в доме светлячков много поддержки друг другу. Вот, девочки поддерживают, пишут: "Давай, у тебя получится". Это очень приятно, да, наблюдать. Вот, что еще? Цифровое? Нет. Таро? Нет. Что еще? Вроде все. Идет ченнелинг я не люблю это называть ченнелингом, потому что я не вхожу ни в какие, как вы знаете, да, когда я слышу послания от высших сил светлых, я не вхожу ни в какие трансовые состояния. Мне не нужно никуда никому тело свое отдавать. Есть ченнелеры, которые тело отдают, вот, и никому ничего не отдаю, мое сознание остается при мне. Вот, и идет такое, как слова напутствия, да, что показывают большие светлые руки. Помните, что вы идете в мире со Вселенной и со своим внутренним "я". Вот, и идет послание, что те, кто думали, что высшее "я" — это где-то наверху, это не наверху, это внутри вас, это же и есть ваша божественная суть, ваше божественное присутствие и что еще? Ваша легкость, да, ваша легкость. Помните, что это все есть основа бытия. И сейчас идет любопытная информация, да, о том, что многие физики говорят, что основа — это энергия, что основа — свет, да, и щас более глубинный четвертый уровень восприятия — это понимание, что все есть легкость, да, то есть только на первых трех уровнях сознания человек пытается дать определение тому, где мы существуем, что мы делаем, да, то есть там физика, все есть энергия там или все есть свет, это второй, третий. И на четвертом уровне вы начинаете понимать, что настолько уникальное энергетически, я сейчас чувствую это поле, оно дает, оно становится тем, чем мы хотим. Да, то есть, ой, вот это да, благодарю. Оно может быть светом, оно может быть энергией, оно может, быть, ну, то есть идет слово проявленность, любая проявленность, она может быть для кого-то болото, для кого-то темная энергия, для кого-то космические звезды, да. То есть, и мне сейчас идет вот, уровень пятого Творца, говорят, и когда вы на пятом уровне осознаете, что вы из этого вот помните, на одном из эфиров говорила, что реальность как, пластилин, мы из нее лепим все, что хотим. И вот на молекулярном, на вот эти мини-частицы, я сейчас их ощущаю, да, они под вашим, состоянием Творца превращаются в абсолютно все что угодно. Это могут быть прекрасные световые дворцы, это могут быть, слоны, это мураши, это все. И вот на пятом ты вау, и ты осознаешь, что, твое присутствие, твое внимание есть, одна из высших форм ценности проявленности, твое внимание, твой фокус. Потому что под ним сотворяется, бесконечное бе бесконечное количество вариаций всего. Вау, окей, спасибо. Спасибо, что, да, я могу читать такие уровни. Это очень-очень, энергии очень мягкие, кстати, на нем. То есть,
Там уже даже сознания нету на этом уровне восприятия, потому что даже таких слов не знаю. Спокойное присутствие. Наверное, вот это самое простое описание. Вдох, выдох. Я вас благодарю. Всем, прекрасного, начала недели, прекрасного августа. Гуляем наш, летний, конечный летний месяц, да, для кого-то, кто в нашем, находится в нашей части мира. В Австралии, по-моему, сейчас только начинается весна. Вот, я вас благодарю. Обязательно ставьте лайки. Ну, не обязательно, ну, в общем, если есть желание поддержать мой канал, поддерживайте его вашими лайками, вашими комментариями. Пусть больше светлячков чувствуют то, что в них уже есть, чувствуют, что это не выдуманный, мир, а он есть, он внутри вас. Я вас благодарю. Вот, прекрасного всего. С вами была Анна, канал The Good. Дело добро, добро будет. Пока-пока.